Почему я не страдаю очень сильно? Потому что, наверное, это не была такая уж сильная любовь. Я скорее выбрала его, чтобы спастись. И чуть не потеряла себя. Когда мы познакомились, на бумаге все выглядело вполне пристойно. Хорошая работа, свой дом, взрослые дети, вежливый, внимательный, заботливый, открытый к отношениям. Все вроде бы хорошо, бери, езжай, женись, все классно. Однако же нет. Когда нам больно, то единственное желание, которое у нас вот превалирует, это прекратить эту боль. Когда нам страшно, то же самое, мы ищем любые возможности уйти от того, что вызывает у нас страх. И мне тогда казалось, что я такая взрослая, такая прокачанная, такая продвинутая, что я принимаю вполне себе обдуманное взрослое решение. Как оказалось, я все равно принимала его из страха, и выбирала я не сердцем и даже не головой, а, видимо, знаете, говорят, что есть вот еще такое понимание, как gut feeling, вот животное чувство. Вот, наверное, выбирала я именно этим, вот результат такой и получился. Хорошая новость у нас с вами, друзья, ну хотя не знаю, кому как. Этот прекрасный человек, который во время нашей совместной жизни вообще не интересовался моей деятельностью на YouTube, он, по-моему, даже и не знает, что у меня есть канал на YouTube. Никогда он мои видео не смотрел, никогда не отзывался об этом никак. А тут вдруг неожиданно воспылал интересом. Теперь он все видео смотрит, комментирует, пишет мне в разных соцсетях, где еще не заблокирован, какое-то свое мнение, какие-то впечатления об этом. И я подумала, раз он сам не открыт к тому, чтобы окончательно поставить точку и проговорить все, что мы сделали не так в отношениях, я воспользуюсь каналом, чтобы сделать это через видео. С вами поделюсь своими анализом своих ошибок, с вами поделюсь своей историей, чтобы, может быть, вам это как-то помогло. И он наконец-то узнает, как он со мной поступил не по-человечески. Вас я призываю, если у вас есть мнение по этому поводу, написать в комментариях. Переведите на английский через Google Translator или напишите по-русски. Я смотрю, теперь YouTube ввел уже автоматический перевод практически всего. Поэтому, если у вас есть мнение по поводу ситуации, неважно, в мою пользу, или вы хотите поддержать этого прекрасного человека, его имя Чарли, вы можете писать это теперь все в комментариях. Он все узнает, всю правду, ничего кроме правды и одну только правду. Ну, а мы пойдем поглубже в анализ всей ситуации. Как я уже упоминала, я тут для себя поняла, что у моего бывшего однозначно есть сложности с формой привязанности. На эту тему существует целая теория. Я уверена, что вы можете найти видео настоящих психологов на эту тему. Но в общем и в целом то, как мы привязываемся и ведем себя в отношениях, мы выбираем практически не сами. Это складывается в нашем раннем детстве из того, как с нами обращались наши родители. Если родители были то холодно, то горячо, возникает anxious attachment. Господи, anxious – это какой? Тревожный тип привязанности. Если родители всегда были отстраненные, далеко уйди, не мешай, заткнись, возникает избегающий тип привязанности. И если все было хорошо, шоколадно и мармеладно, говорят, что это максимум 5% населения Земли может таким похвастаться, возникает secure attachment, господи, уверенная привязанность. Я, наверное, правильно перевела. И распознать такие вещи, если не иметь на это прям вот таких вот нацеленных очков, очень сложно. Проблема с этими всеми стилями привязанности в том, что они постоянно такие, знаете, жидкие, перетекающие. И, например, я всегда последние несколько лет считала уже, что после стольких лет терапии, стольких прыжков по разным сложным отношениям, я создала вот эту вот уверенную привязанность, стабильный тип привязанности, когда я и умею открыться партнеру, и не боюсь его потерять, и не вцепляюсь в него клещами. Но факт в том, что если вы попадаете в отношения с избегающим партнером, то какой бы вы устойчивы не были, если у вас есть хоть малейшая трещинка в вашей уверенности в себе, или даже если нет, он вам ее сделает.
А если она есть, то это все, это разрастется в огромную пустыню Гоби, Гималайские горы, Гранд Каньон и все на свете, и вы будете по этим горкам потом кататься как ненормальные. Распознать такие вещи прямо с самого начала, наверное, можно, если, во-первых, обращать внимание то, как вам самим это ощущается. Мы когда встречались с Чарли, развивались наши отношения, в какой-то момент мы приняли решение, что имеет смысл съехаться и жить вместе. И, в принципе, на тот момент он меня поддержал, когда я металась, что же делать с домом, то ли оставить и сдавать. Мне так виделось, я буду такой ленд-леди, то ли, значит, продавать, потому что дом у меня вызывал очень много стресса, забота о нем, вот эти все проблемы, то термиты, то заморозки, то куриные ножки на дороге валяются. У меня на эту тему есть целый плейлист, на самом деле, вот эта вся история владения домом. И он меня очень поддержал, помогал мне принять решение. Мы анализировали, ездили, рассматривали Neighborhood. Тогда еще не было чата GPT, к сожалению, поэтому мы как могли принимали решение. И в какой-то момент он мне предложил вот такую перспективу. Жилой этот район, где тогда мой дом находился, огромными шагами шел в попу. То есть прямо вот на глазах туда заселялись криминальные элементы. Там у нас было 2 дома с красными фонарями. И это именно то, что вы думаете, эти красные фонари. Сначала я просто думала, какие-то у людей интересные пристрастия. А потом, когда я один раз вечером гуляла с очередной своей собакой, я поняла, что эти красные фонари именно про то, про что мы все думаем. То есть представляете, какой был фон в районе. Им было много разных других факторов, которые показывали, что, в общем-то, вместо владения недвижимостью, которая будет приносить мне доход, и у меня будет владение недвижимостью со сплошной головной болью. Короче, дом я продала. И что произошло в тот момент, когда первый раз, вот когда, теперь я понимаю, нужно было обратить внимание. Наступил день, когда все, передаем ключи, обмениваемся деньгами с новым владельцем, и нужно вывести всю оставшуюся мебель сюда, к Чарли, в тот дом, где мы с ним вместе жили. И Чарли утром такой, типа, мне что-то нехорошо, что-то мне как-то плохо, я себя как-то плохо чувствую. Он остался дома. Я организовывала, я проводила весь переезд сама одна. Было очень неприятное чувство, было очень странно. Да, я наняла грузчиков, у меня уже на тот момент был хороший опыт работы с этой компанией. Они забегают, все сами упаковывают, все сами грузят, безопасно, четко, быстро, как часы. Но тем не менее, вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что как-то ожидаешь, что твой мужчина, с которым мы на тот момент 4 месяца уже жили вместе, еще 4 месяца, все еще такой период медового месяца, что он как-то поучаствует в этом. А он такой, что-то у меня в носу не кругло, что-то у меня живот болит, и он остался дома. Конечно, когда я приехала с грузчиками, я увидела, что он смотрит мультики свои эти проклятущие, которые потом стали для меня просто красной тряпкой для быка. Совершенно здоровый, румяненький, не больной. Сейчас я понимаю, что это были вот такие первые звоночки. У людей с таким типом привязанности любые намеки на большее сближение вызывают отторжение. Поэтому любые попытки поговорить с ними. А что ты чувствуешь? А как мы будем дальше? А где наши отношения? А где мое кольцо? Они вызывают сразу вот такой вот типа, ой, все, я не здесь. И вот такие моменты в первую очередь нужно обращать, как ощущается вам внутри. Что кажется как-то вот все вроде вот идет, а это вот как-то лыка не в строку. Наверное, это самое главное, что можно лучше всего идентифицировать. На самом деле, конечно, существует огромное количество разных признаков, как понять, что человек вот такой, а не вот эдакий. И как понять, что вам с ними может быть не алло. Один из них, например, у него огромная семья. И изначально это было для меня таким фактором, типа, ой, как классно, я буду тоже частью семьи. У меня появится такая удочеренная, усыновленная семья. И очень быстро я поняла, что он с этой семьей не общается, он с ними не близок. Те все разы, когда мы ходили на их эти ежемесячные сборища, когда мы были вместе, это было в чистом виде моя инициатива. Ну, пойдем, ну, пожалуйста, но для меня не надо работать. Ну, то есть
не приоритет это был у человека. Другой фактор – это абсолютная параноидальная закрытость. Никто, все должно быть задернуто, все должно быть закрыто. Никто не должен нигде, никогда подозревать, что ты делаешь, что с тобой происходит, что вообще в твоей жизни есть. Потому что малейшая уязвимость – это опасно. Если ты чуть-чуть кому-то откроешься, тебе как дадут по башке и уедешь на горшке. Такие вещи можно заметить в человеке, можно это как-то считать в процессе знакомства и сближения. Но в первую очередь я, конечно, теперь понимаю, что надо было верить своим ощущениям. Надо было верить то, как мне это чувствуется. Потому что в тот момент, когда мне поставили диагноз, мы были вместе около года, и буквально незадолго до этого были уже разговоры, там, какой у тебя размер кольца, вот мы разберемся сейчас вот с моим еще, с его домом, будем что-то смотреть, покупать вместе. То есть, в принципе, динамика так себе шла. Шла. Как она должна в отношениях идти? Год – это еще такой вполне себе срок, можно еще даже и год подождать, прежде чем там жениться, покупать что-то вместе. То есть, все как бы шло нормально. Но тот момент, когда мне поставили диагноз, в его глазах, как я сейчас понимаю, Чарли, если ты смотришь это, подтверди, ты же не хочешь со мной вообще разговаривать на эти темы. Это, кстати, еще один признак избегающего типа привязанности, когда человек вообще не готов, не открыт, не способен говорить про то, что с вами происходит в отношениях. Так вот, когда я заболела, я уверена, что для него это выглядело как, что я теперь уязвимая, слабая, и он теперь вообще завязан на то, чтобы он должен быть со мной, вот эта близость, вот это еще большее слияние друг с другом. Хотя, Господи, вот честно вам сейчас, как на духу вам признаюсь, он не был со мной ни на одном визите к доктору, ни на одном. Ни все вот эти походы первичные, где я там рыдала, как белуга в 10 ручьев, когда мне показывали вот это вот, у вас рак, у вас там вот это, титьки отрезать, импланты поставить, надо химию, будете лысая, ничего, милая, зато живая. Ни на один из этих аппоинтментов он со мной не ходил. Даже не предложил ни разу. Единственное, куда он со мной ездил, где просто неизбежно, здесь по правилам, когда вас выписывают после операции, вы не можете приехать домой на Убере. Если бы могли, я бы, наверное, на Убере и приехала. А там кто-то должен прийти, вас взять, посадить в машину и забрать. Соображения безопасности. Это были единственные разы, когда он в этом поучаствовал. То есть я была настолько независимая в этом смысле, настолько старалась изо всех сил как-то бедного его не побеспокоить. Тоже моя ошибка. Надо было беспокоить изо всех сил. Может быть, это все бы вылезло быстрее. Хотя тоже, куда бы я пошла? Лысая, больная, несчастная. Ладно, как было, так и было. Но идея вся моя в том, что, как я понимаю, все разрушилось и пошло по одному месту именно из-за того, что я стала уязвимая. И, возможно, у него сложилось впечатление, что вот эта близость, она чрезмерна для него, она его пугает, он на нее не способен. И все поехало в одно место. Дальше все, что было потом, все эти измены, все эти переписки, все эти тетки, все эти не пойми карапетки, непонятные поездки, непонятные все истории, это было уже как бы вторично, это было продолжением того, что когда человек не может сближаться, он начинает саботировать и начинает искать любые возможности, чтобы из этого свалить. Но так как самому-то свалить, неприятно, страшно, тетка тут больная, а я с ней расстаюсь, я буду себя чувствовать говнюком. Тогда дай-ка я начну себя вести так, чтобы у нее не было выбора, только уйти. Чтобы у нее уже просто не оставалось выбора. И так она не уходит, давай я еще хуже себя буду вести. И опять она такая вся понимающая, мудрая, умная. Тогда вообще я сейчас устрою ей Кузькину мать. Я не буду с ней разговаривать, я не буду вообще никак с ней коммуницировать, я буду игнорировать ее успехи, я не буду ей дарить подарки ни на дни рождения, я проигнорирую Валентинов день, я проигнорирую Новый год. Что там ее этот Новый год? Я буду критиковать, как она готовит. Тефтели. Знаете, да, тефтели мы делаем их вот такого размера, а здешние митболы, они поменьше. Какая хрен разница? Мясо, лук, чеснок, специи. Нет, буду критиковать даже ее размер этих митболов проклятых. Буду я изо всех сил делать все возможное, чтобы она ушла сама. А когда она предложит уходить,
я начну, конечно же, строить из себя великолепного, прекрасного человека, который отпускает ее и дает ей возможность идти и жить жизнью ее мечты, потому что она такая прекрасная. Да пошел ты нахер, Чарли. Вот говнюк ты и козел, и яиц у тебя нет. Чё б ты там не говорил, что ты такой весь альфа-мейл. Нету у тебя яиц, забудь, ты никакой не альфа. Просто жалкое ничтожество, мокрица. Твои, вот мои тебе слова. Вот, фу, поговорила, поделилась с вами, мне вот полегчало, не знаю, как вам. Расскажите в комментариях, как вы восприняли мое видео, куда вам откликнулось, о чем вы подумали. Хочется вам поддержать меня, хочется поддержать Чарли. Вы видите ситуацию с другой стороны. И напоминаю вам, что у меня есть закрытый телеграм-канал. Там ежедневный контент про жизнь, про готовку, про наряды, про мои победы, про мои слезы. Ссылка на то, чтобы присоединиться на этот канал, будет в описании. Я вас жду. Сегодня у меня все. В следующем видео будем отмечать 12-летие переезда в США. Да, 30 июня 2013 года приземлились мы в знойном Хьюстоне. Будем отмечать, расскажу вам о моей главной победе последних нескольких месяцев, которой я невероятно горжусь. На этом у меня сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться, поделиться моим видео, если вы считаете, что оно кому-то может помочь. И далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока.